Начало политической нестабильности в Украине, сколько белорусов хотят уехать из страны и когда переговоры, о чем можно договориться с Россией. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Премьер-министр Украины готовится к отставке, но это ведь повлечет за собой перезагрузку всего Кабмина. Пойдут ли на такое украинские власти? Лучше сделать, конечно, крайним исполнительную власть, в данном случае Кабинет министров. Путин не остановится на Донецкой области, но есть ли силы у оккупантов двигаться дальше? Беларусь проведет международную конференцию. На нее пообещали вроде как приехать представители ЕС. Дипломатический скандал или просто выдумки? В ноябре 2024 года мы планируем провести международную конференцию по противодействию нелегальной миграции. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки, комментарии и не забывайте подписаться на канал. Все это очень важно. Поехали. В украинском Кабмине и офисе президента готовятся перестановки. Об этом пишет ряд украинских медиа со ссылкой на свои источники. Под угрозой отправки в отставку и сам премьер-министр. Президент Украины несколькими днями ранее говорил, что обсуждает с Денисом Шмыгалем кадровые вопросы, но деталей пока нет. Изменения в последнюю неделю происходят и в генеральном штабе тоже. В общем, все выглядит как подготовка к чему-то. А вот что думает по этому поводу политический эксперт Игорь Рейтерович. Разговоры о том, что Шмыгаль должен идти, идут уже давным-давно, в том числе и из-за того, что, по слухам, он не может предложить президенту какие-то новые свежие идеи, что-то такое, что кардинально может изменить ситуацию. Но на самом деле я думаю, что ему пару месяцев точно пока не стоит волноваться. Почему? Потому что до отопительного сезона, как правило, премьеров не меняют. Премьеров меняют после. Когда, если будут какие-то проблемы, допустим, нужен будет ответственный, и таким ответственным в данном случае может стать премьер-министр. Тут более важно для нас это закрыть вот эти вакансии. 5 министерств не имеют полноценных министров, поэтому важно этих людей провести через парламент, но тут опять-таки есть свой нюанс. Вот часть парламента, например, не сильно хочет менять действующего премьера, и я не исключаю, что будет достигнут определенный компромисс. Проголосуют за утверждение кандидатур министров, но премьера еще какое-то время трогать не будут. Но если какие-то начнутся проблемы серьезные в экономической сфере, вот там и Верховная Рада уже передумает, потому что когда надо спасать собственный рейтинг или как-то спасаться от гнева народа, то лучше сделать, конечно, крайним исполнительную власть, в данном случае Кабинет министров. Так что это разговоры пока с прицелом на будущее, не очень отдаленные, но тем не менее не очень близкие. Переговоры таки не потеряли свою актуальность. Как говорил пресс-секретарь Путина Песков, это заявление опровергнуто самим его начальником. Кроме того, что Путин теперь оказывается согласен на поговорить, он еще и грозит изменить ядерную доктрину Федерации. Идет ли российская дипломатия по пути переговоров, как заявлял накануне Путин, или таки вслед за утяжелением ядерной дубинки? Переговоры – это лишь обманный маневр со стороны России, и очевидно, что Лавров заявляет это рядом с заявлением по пересмотру ядерной доктрины, проявляя присущий России ядерный экспедиционизм, достав боеголовку и потрясая ею, пытается задать сейчас рамку устрашения. Но это лишь маневр. В данном случае Российская Федерация не готова до реальных переговоров, если мы посмотрим на их предложения, которые все время высказывались. Они носят ультимативный характер и свидетельствуют о том, что Россия говорит: давайте вы капитулируете дипломатически, иначе мы будем давить военно, и вы капитулируете военно. Это ж не про переговоры. Россия говорит только с позиции силы. Либо она слышит только тогда, когда говорят с ней с позиции силы. Абсолютно гопническая идеология и модель поведения. Ничего нового. Причем гопническая не в плане оценочного суждения, а в плане того, что культ насилия является стержневым для российской культуры и российской социальной реальности. Будь то мы говорим про подъезд во дворе, либо мы говорим об межгосударственных взаимоотношениях. Культ силы является универсальным для них мерилом. У белорусов спросили, хотят они больше объединиться с Россией или с Европейским Союзом. Проект Chatham House опубликовал свое новое исследование, которое называется «Белорусское восприятие Запада и связи с ним».
Что же они увидели? Знакомых у белорусов больше в России, затем в Украине и Польше. Евросоюз посещали 22% за последние 5 лет, то есть практически каждый пятый. И ехали как туристы или посетить родственников. Но в то же время знакомых, родившихся на территории ЕС, они в основном не имеют. Без визы в ЕС живут 93% опрошенных. Чем больше у белорусов личных связей со странами ЕС, тем позитивнее они воспринимают западную культуру. Может быть, такое восприятие связано с тем, что белорусы оценивают уровень владения иностранными языками довольно низко. Следует заметить, что социологи опрашивали исключительно пользователей сети интернет, и всего их было 827 человек. Выборка, как утверждают они, соответствует структуре городского населения Беларуси. Румыния окончательно одобрила передачу своих «Патриот» Украине. Нижняя палата парламента проголосовала «за». Последние несколько дней подобные решения и заявления звучат от многих стран-партнеров. Давайте вспомним пакеты помощи от Германии и США, заявление датского премьера о том, что она была за передачу Украине F-16 еще в самом начале конфликта. Что на это повлияло? Успешная операция в Курской области или страх разрастания войны и распространения дальше в Европу? Спросили об этом политолога Олега Саакяна. И, соответственно, сейчас, когда Украина провела наступательную операцию на Курщину и заняла часть российских территорий, Украина вышла за рамки существующего вот этого когнитивного поля, либо мифов, либо нарративов, кому как удобнее назвать, в общем, представление о том, как движется российско-украинская война. Первым продемонстрировало, что ядерное оружие, ядерное государство не является сдерживающим фактором. Вполне себе можно оккупировать территории, занимать территории ядерного государства. Второе, что нет никаких красных линий, что это лишь продукт экспертных и политических галлюцинаций, прежде всего расстроенных от страхов, и на проверку оказывается то, что они, в общем-то, не красные, а коричневые, и никто не насмеливается проверить, почему же именно они коричневые, ведь все помнят прекрасно о путинском чемоданчике. И дальше, третий момент важный, что на этом фоне миф о российской победе потенциальный, что Россия додавит, он обрушивается как внутри России, так и навне. Ведь Россия додавила до того, что Путин из собирателя земель, до этого он все время рисковал приобретенными землями. Ведь все равно война на территории Украины, все равно за счет уничтожения Украины. И Путин, больше захватил, меньше захватил, но он захватил. А тут он потерял то, что было российское до 2014 года. Путин не будет сдаваться в Украине, пишет экс-аналитик ЦРУ Питер Шредер в статье для Foreign Affairs. Он предлагает разрабатывать план по остановке войны, выходить на какое-то соглашение об этом. Но даже если армии РФ удастся успешный штурм Покровска, и они выйдут на административную границу Донецкой области, в их ли политических интересах двигаться дальше? Есть ли силы, но именно политических, потому что не раз мы были свидетелями того, что именно такие задачи выполняет армия оккупанта в Украине. Это может произойти не раньше, чем в 2025 году. Но тут надо учитывать, что к этому времени очень много что изменится на фронте, в том числе Украина будет понимать, что будет делать Россия, и будет готовить свои какие-то контрдействия. Поэтому сейчас у них задача — это вот граница Донецкой области. Я не исключаю, кстати, что если они как-то там попытаются к ним выйти, они это могут сделать, это же вопрос цены. А поскольку они не ценят абсолютно своих людей, они могут положить еще там 100 тысяч человек, типа выполнить эту задачу, и тогда даже Путин может опять начать какие-то разговоры там о перемирии, о мире, исходя из того, что вот, по крайней мере там на границе одной области они выйдут. Но это пока еще, смотрите, отдаленное будущее. Я думаю, что это вопрос там точно не недель, точно месяцев, и вот насколько просто это затянется, пока на это ответа нет. Тут же надо еще понимать, что за разными данными есть и передвижение украинских бригад по фронту, поэтому не исключено, что россиян ждут какие-то определенные сюрпризы, и эти сюрпризы для них будут очень такого болезненного характера. В Беларусь приедет ряд министров стран Европейского Союза на международную конференцию. По крайней мере, в этом уверен лукашенковский министр иностранных дел. Каких именно стран ЕС и в чем причина их решения вдруг приехать в Беларусь, об этом история пока умалчивает.
В ноябре 2024 года мы планируем провести международную конференцию по противодействию нелегальной миграции в нашем регионе с приглашением всех заинтересованных сторон, включая соседние страны, другие государства ЕС и СНГ. Может ли это быть какой-то общественной организацией, которая называется «Страны Евросоюза»? Тогда все логично выходит. Мне остается добавить, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, ваше спонсорство, донаты. То, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», помогает нам снимать новые и новые видео. Так что продолжаем развиваться вместе с вами. Если вы находитесь на территории России или на территории Беларуси, то смотреть нас можно безопасно через VPN. Инструкцию мы написали и прикрепили ее к первому комментарию к этому видео, поэтому посмотрите, пожалуйста. Ну а у меня на этом все. До встречи и хороших вам новостей.